Доброго здоровья, дорогие друзья! Сегодня хочу продолжить уже начатую тему. Вот в этом видео я говорил о многих теоретических вещах, и вы просили конкретики, конкретные препараты, обработки, что необходимо сделать. И речь пойдет, конечно же, об обработке не от клеща, потому что мы с вами определились, что весной, если мы осенью хорошо обработали от клеща, ничего делать пока еще не нужно. А необходимо провести обработку вот этими вот 3 препаратами, которые я хочу вам сегодня представить. Это не реклама, это те препараты, которые на сегодняшний день очень доступны и дешевые. Есть, конечно, более дорогие, вы можете выбрать любые на свой выбор, я просто показываю то, чем пользуюсь в этом году. Первый из них препарат комбиот. Для чего он необходим нам и как им нужно обрабатывать. Я, чтобы не перепутать пропорции и концентрацию, взял инструкцию к этому препарату и хочу вам рассказать, как необходимо этим препаратом обрабатывать. Продолжительность жизни пчел, которые употребляли этот препарат, увеличивалась на 25%. С лечебной целью и также профилактической целью и вообще в летний период с целью повышения резистентности в средних и слабых семьях этот препарат применяется следующим образом. Значит, с лечебной и профилактической добавляется в 330 мл сахарного сиропа концентрации 1 к 1 или медовой сыты 1 к 1 концентрации 0,075%. Я специально привожу эти данные на экране, чтобы никто ничего не перепутал, не было неправильной информации. Либо же 7,5 мл на 10 литров сиропа или сыты. Ну и соответственно, если на 1 литр, то вы считаете как 0,75 мл на 1 литр. А там уже сколько у вас сахарного сиропа считаете сами. Этот препарат таким образом раздается в пакетах. Ну, нежелательно, я не сторонник пакетов, хотя бывает других вариантов нет. Например, если это ППУ улья, маленькое пространство, и вы там не поставили магазин. И также лучше всего раздавать его в потолочных кормушках. Обработку необходимо проводить 4-6 раз. В конце этого видео я дам таблицу-схему, по которой необходимо применять эти препараты, чтобы вам было проще их применять. Также указано, что необходимо применять 4-6 раз с интервалом 5-7 дней. Слабые семьи, менее 4 улочек, необходимо объединять между собой перед применением препарата. После весеннего облета, когда пчелы начали приносить свежий нектар и пыльцу с целью повышения резистентности и продолжения жизни весенней генерации пчел, целесообразно его применять в дозе 330 мл медовой сыты 1 к 1. И также в летний период с той же целью путем пролива по улочкам расплодного гнезда из расчета 10 мл препарата на 1 улочку пчел 3-4 раза с интервалом 4-5 суток. Ну, вы при покупке, приобретении этого препарата более подробно сможете изучить инструкцию. То есть этот препарат нам помогает бороться с энтеробактериозами и помогает нашим слабеньким пчелкам, если они таковые имеются, и в принципе помогает любым пчелам побороть последствия зимовки. Следующий препарат – это ЕМ-пробиотик для пчел. Данный препарат культуры живых бактерий, молочно-кислые, фототрофные, дрожжи, растительные материалы с переработанной промышленности, патока сахарного тростника, вода. Такой состав. Значит, назначение данного пробиотика обеспечивает благоприятную внутреннюю и внешнюю микробиологическую среду пчел, уничтожает умовно-патогенную и патогенную микрофлору, применяется с целью профилактики болезней пчел на пасеке, и для проведения лечебно-профилактических обработок при незаразных и заразных болезнях пчел. Американские, европейские гнильцы, назематоз, энтеробактериозы пчел, сальмонеллез, гафниоз, колибактериоз, клепсилиоз и другие. Мешочатый расплод, острый и хронический паралич, аскосфероз. Разрешен к использованию во время медосбора. Значит, применение в принципе похожее, то есть мы разводим этот препарат в 2% концентрации с интервалом 3 дня, используется 3-4 раза. Также в медовой сыте, либо же в сахарном сиропе. Есть некоторые отличия при лечении и профилактике. А также, что самое интересное, он рекомендуется производителям для регулярного выпаивания водным раствором препарата с концентрацией 0,5 и 1,25%. В поилках, которые располагаются в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. И также употребляется для успокоения пчел. То есть вы можете в пульверизаторе, росинка или каком-то другом типе использовать воду. И вместо дымаря, если у вас семья там агрессивненькая, можете взять, накачать себе водички с таким пробиотиком
и проливая, а можно даже слабенький сиропчик просто для привлечения внимания. Пролили в улочки или попрыскали на рамки, и таким образом можете успокоить пчелок и проводить осмотр. То есть, в принципе, как открыли улей, так можно его и использовать. Итак, вот эти два препарата, по ним я как раз и дам табличку, каким образом их можно применять, чтобы не запутаться по дням для тех, кому сложно посчитать. И еще одно вещество, препарат, который мы не употребляем для пчел, то есть мы его не брызгаем на пчел и не даем им пить. Это препарат исключительно для дезинфекции, раствор для дезинфекции, так правильно его назвать, 100 мл, который применяется в концентрации 1%. Называется он Brovades Plus. Также к нему имеется инструкция, которая говорит о том, что нам необходимы 1%. То есть если у вас там 1-2 улья, и вы хотите сделать его на литр воды, то вам необходимо в любом случае соблюдать, чтобы концентрацию, чтобы у вас там на 100 мл, на 99 мл воды был 1 мл этого дезинфектанта. Либо же, если 100 мл, это значит на 9,9 литров воды, то есть на ведро. Как его применять и когда? Значит, тут по срокам тоже нужно было сказать, после первых облетов, понятное дело, когда уже пчелы начали активно приносить пыльцу. У нас тут было похолодание, сейчас опять можно пробиотиком обработать. То есть, в принципе, сразу же после облета, как только начинается активная жизнь пчелок. Это очень хорошо стабилизирует их внутреннюю микрофлору в кишечнике и поможет им побороть различные энтеробактериозы, и просто для профилактики используется. Особенно показаны эти препараты, если у вас семьи опоносились или есть следы опонашивания. Что касается дезинфектанта, то в любом случае обязательно после зимовки, когда уже там прошли дожди и пчелки начинают вылетать, вы обязательно обрабатываете все ульи, сверху протираете после весеннего облета. Потому что в любом случае где-то будут следы кала, еще там какие-то экскрементов различных. Поэтому профилактически сделали такой раствор, попрыскали все ульи, пасеку, но обязательно тогда, когда пчелы не летают. Например, поздно вечером, когда пчелки все находятся в ульях, вы прошли, либо смочили ткань и вытерли ульи от остатков этого следов облета, либо же просто взяли и также с опрыскивателя побрызгали по ульям. Что касается внутренней обработки улья, если у вас есть семьи проблематичные, у которых есть определенные следы подозрения на нозематоз или просто дисбактериоз, следы опонашивания, или вы видите какую-то неактивность в этой семье, есть предпосылки считать эти семьи проблемными, то необходимо стряхнуть всех пчел в другой улей чистый, либо же тот, который вы обработали этим препаратом, высушили его. Согласно инструкции применяется следующим образом. 1 литр препарата на 1 квадратный метр площади улья. Улики закрывают пленкой, накрывают крышкой и выдерживают 3 часа. Потом крышку снимают, улик проветривают 1 час и в него заселяют клинично здоровых пчел. То есть взяли улей, продезинфицировали, высушили целый час, поставили туда чистые рамки без следов опонашивания и пересыпали туда всех пчел. Тот улей, который у вас был изначально грязным, требовался в дезинфекции, вы проводите точно так же, и он у вас тоже готов к запуску. Соты из неблагополучных семей необходимо также заполнить 1% водным раствором этого препарата Brovades Plus, выдержать 1 час, потом дезинфектант вытрушивают из сотов и подсушивают эти рамки в течение 1 часа. И соты используют для расширения пчелиных семей. Был вопрос у многих, что делать с опоношенными рамками. То есть, если вы их промоете, кстати, видел видео, как даже умудряются люди промывать из керхера, то есть этого аппарата высокого давления, которым моют автомобили. Ну, просто промывать. И там вроде бы даже вылетают остатки коконов и очищается сушь. Надо будет попробовать, я еще не пробовал. Но если вы в принципе промоете эти соты, потом еще продезинфицируете, то вы их можете уже использовать, то есть сохранить сушь, использовать ее в дальнейшем благодаря этому препарату. После того, как рамки высохли, также написано о том, как обрабатывать рамки, из которых вы срезали сушь, ее там нет, то есть вы срезали воск, удалили. То же самое, рамки опрыскиваете, выдерживаете 1 час и можно использовать для наващивания. Ну и также вы можете их, конечно же, пройти паяльной лампой или же пройти их строительным феном.
И еще один момент по поводу днищев ульев. После механической очистки ульев от мусора можно их также опрыскивать из пульверизатора 1% водным раствором Bravades Plus, и уже через 15 минут эти донья можно ставить в семьи. То есть, кто еще не чистил донья или же не дезинфицировал их, вы можете сделать это на одно дно 15 минут. Обычно я делаю так. У меня всегда есть подменное 1-2 дна, подменные корпуса. И если есть аварийные семьи, то обязательно, если таковых семей нет, в любом случае донья, когда чистим, мы подменное дно поставили, другое взяли, посмотрели, что там, как почистили. Если было много подмора или там собралось какое-то много медовой крошки, нужно его и почистить, и помыть, то есть его нужно на определенное время забрать. Поэтому необходимо, чтобы это время семья была с дном, поэтому обязательно используется подменное дно. Вполне возможен такой вопрос от вас, чем можно заменить данные препараты. Смотрите, по поводу пробиотика. Есть также препарат Enteronarmin, я не взял емкость, хотел ее здесь поставить в кадре. Покажу вам ее просто на экране. Значит, тоже очень хороший препарат, я им пользовался неоднократно и в этом году также пользовался. Значит, его вы используете строго по инструкции, которая в нем написана. Она очень похожа на данный пробиотик, просто этот намного дешевле. Это не реклама, это просто вам совет, потому что разница в цене между Enteronarmin и вот таким пробиотиком, значит, этот я покупал, наверное, если не изменяет память, за 270 гривен в Житомире, когда ездил туда. Потому что здесь я в Хмельницкой области так и не нашел ни комбиода, ни пробиотика, ни в одном магазине. Но ездил не исключительно за ними, но нужно было поехать и нашел там данные препараты. Значит, заменять можно Enteronarmin. Чем можно заменить комбиот? Комбиот, не знаю, нужно просто посмотреть на похожие какие-то препараты. В принципе, это очень эффективное средство против патогенной микрофлоры на основании йода. То есть любые препараты, они должны там содержать йод. Но йод необычный. Не вздумайте из аптечки брать обычный йод, которым мажут иногда, где-то обрабатывают раны человеку там, и так далее. Значит, ни в коем случае. Обязательно используйте только тот йод, который используется для ветеринарии. Это обычно бывает синий йод, и здесь написано повидон йод. Следующий момент, чем можно заменить Bravades Plus. Есть еще такое средство, как Экоцид С. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в телеграм-чате, в телеграм-группе моей и разговаривали по поводу Экоцида С. Есть также некоторые пчеловоды в других чатах спрашивали, как же все-таки обрабатывать Экоцидом С по пчелам. То есть раньше, в чем возникла путаница? Раньше в Экоциде С была инструкция, в которой было написано, что можно прям по пчелам опрыскивать, достали рамку, побрызгали дезинфектантом по пчелам и, значит, никаких проблем. То есть это не считалось ядовитым веществом для пчел. На сегодняшний день инструкция изменилась. Экоцидом С нельзя обрабатывать по пчелам. Применение точно такое же, как и бровадезом. То есть вы извлекаете пчел, не допускаете их контакта с рамками, пока препарат не высохнет, а рамки не проветрятся в течение часа. И только тогда можно использовать эти рамки и ульи. То есть Экоцид точно так же применяется, как и Bravades. Есть еще один дезинфектант. Состав его на упаковке не написан, и я его нигде не нашел. Называется Экодизрин. Когда-то я им тоже пользовался. Интересный запах у него такой в виде пасты. Такой белой, как вазелин, крем, мазь. Что-то вот такое похожее. Тоже пользовался, не знаю, насколько там было эффективно. Чтобы проверить эффективность любого препарата, нужен микроскоп и определенные знания. Поэтому все, что я сегодня вам сказал, представил, основано на научных исследованиях других людей, у которых я учился, был на курсах повышения квалификации, и профессоры пчеловодства, уважаемые люди, науковцы, которые занимаются реально наукой, они рекомендуют вот такой спектр препаратов, продающихся в ветеринарных аптеках, в аптеках для пчеловодов. Поэтому все рассказал, что знал по поводу схемы применения. Вы видите ее на экране. Я таким образом вам распределил эту схемку, чтобы вам было удобно. Что означает день? Значит, например, вы не привязываетесь к какому-то числу, а сами для себя ведете этот график. День первый, первая обработка, то есть номер обработки, например, 5 этих обработок. Вы можете там себе дописать 6-ю, если какой-то препарат потребуется в 6-й раз применять. День первый, 5-й, 10-й, 14-й, 18-й.
15. Это могут быть числа 1 апреля, например, 5 апреля и так далее, либо же март, в зависимости от того, когда вы начинаете. И это что касается комбиода. С него начинаете, день 3, 6, 9 это пробиотик. Плюс еще можете там добавить 3 дня, например, будет 12 день, когда вы будете давать сам пробиотик. И вот так чередуя, вы сразу, как говорится, убиваете 3 зайцев, а точнее догоняете, а не убиваете. Вы сначала даете комбиот как профилактическое воздействие на патогенную микрофлору. Дальше вы даете пробиотик пчелкам. И третий положительный в этом момент, любая раздача в виде сиропа этих 2 препаратов, это стимулирование яйцекладки, раздача свеженького сиропчика или медовой сыты пчелкам для весеннего развития. И таким образом вы получаете сильные, мощные семьи весной и закладываете хороший фундамент для здоровых пчелосемей во всем сезоне и дальнейшей зимовки. Кстати, эти препараты также и перед зимовкой даются. Особенно пробиотик, даже можно закармливать пчел в зиму с этим препаратом. У меня все, друзья. Благодарю за внимание. Желаю здоровья крепкого вам и вашим пчелкам. Всем удачи, мира, здоровья. Пока.